Изолента Лайф. Стас Сенькин, это наш коллега, военкор, который сейчас находится как раз на месте событий. Последний раз мы выводили видео его во вторник из освобожденного севера. Да, Станислав, прием. Да, я вас слышу, а меня видно? Очень плохой интернет на месте, ну, по понятным причинам. Да, интернет плохой. Стас, здравствуй. Здравствуй, Стас. Здравствуй, дорогой друг. Да, здравствуй, Катя, здравствуйте. Я очень рада тебя видеть. Изоленты, меня видно, да. Я здесь не один, а вот с народным прокурором. Добрый день. Здравствуйте, Очень приятно. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, вот мы сейчас посмотрели видео, мы убрали, конечно, не стали давать в эфир стихи, их можно посмотреть там у меня в телеграм-канале, вот, ну, потому что это просто даже неприлично, я считаю. Но понимание сложилось примерно, вот что с контингентом, с этим. Вы сейчас работаете вот как раз с изъятыми материалами и с пленными вот этими вот нацистами. Расскажите, пожалуйста, что там вообще вкратце в голове у них? Ну, значит, если сказать вкратце, вот этот весь контингент, который строится на этих стихах, литературе, интернете, на этой, значит, информационной линии, он практически весь сбежал уже на Украину. После того, когда была президентом России Путиным Владимиром Владимировичем объявлена специальная операция, эти все укрогерои и нацбаты, и нацисты все рванули, оставив свои семьи, ну, наиболее ярые, рванули. А вот эта литература, которая, одной из частей, которых мы показали, ее достаточно много уже изымается не только в Старобельске и в других освобожденных районах от оккупации украинских нацистов. И, значит, эта литература явно прослеживается, когда более детально изучаешь, что литература написана профессионально, на мой взгляд, профессионально, и это не могло обходиться без спецслужб Запада. Не видно. Не видно сейчас. Мы вас видим, мы вас слышим. Видим, да. Вот анализ этой литературы дает четкое осознание того, что в головы населения, в головы активистов, а впоследствии в головы тех, кто это читал, кому пытались это донести, вбивалась одна простая идея — антироссия. И то, что Украина, в частности, в части того стиха, который вы слышали, вбивает, что может в силах захватить Кремль, и это в принципе не составит ей труда, только необходимое желание и воля их руководителей западных. Однако, как мы видим, что это, конечно же, абсолютная ложь, как и вся эта преступно захваченная власть Украины, полностью контролируемая Западом. А скажите, пожалуйста, мы уже поняли, что на протяжении 8 лет, а может быть даже и дольше, этих людей зомбировали, дрессировали, как собак Павлова. И я, конечно, после увиденного и после прочитанного, после того, что Стас рассказывает, я, конечно, боюсь представить, что у них там действительно в черепной коробке. Что это за Гербалайф? Такой просто какая-то адская смесь. Еще раз повторяю, Кать, это прослеживается четкая работа спецслужб. Без спецслужб такие вещи написать нельзя. Они привлекали определенные категории людей, писателей, поэтов, и перекладывали это на свой язык, в том числе книги написаны достаточно доступным языком, чтобы обычные люди понимали это и воспринимали истории как за правду, понимаете, да? Зомбирование в чистом виде. Скажите, пожалуйста, да. Я скажу, что это зомбирование очень напоминает принципы и подходы как террористических организаций, в том числе ИГИЛ. То есть целевая аудитория — это именно вот жители Луганской области, и мирные жители и так далее. Это все для них. Еще раз повторите. Целевая аудитория этих материалов кто были? Это все для кого было написано, издано и распространялось между кем?
Смотрите, это вообще-то было написано в первую очередь для активистов, которых привлекали и которых наиболее больше зомбировали, но целью было, чтобы эти активисты, которые уже сели, скажем так, на крючок этой антипропаганды или пропаганды нацизма, не только нацизма, это пропагандировалось как исключительная правда и одна исключительное направление, по которому необходимо двигаться. То есть то же самое, что делали фашисты, нацисты в Великую Отечественную войну и до ее начала. То есть подготавливали население и готовили к истреблению иных там наций, рас. Но я сейчас так не скажу, но здесь была узко выбрана антироссия. То есть россияне не могут быть врагами, вернее, не могут быть друзьями, они исключительно враги. И, значит, это прослеживается в высказываниях и как они относятся к россиянам. Там, ну, примеры небольшие. Москаляки, россияки, якою мовою разговаривали россияне. То есть, понимаете, да? То есть перекручивание фактов, понимаете, да? Ну, Дмитрий, вопрос такой, скажите, пожалуйста, многих волнует, я вот вчера постила это видео и получила обратную связь, и один вопрос, вот он ключевой, что теперь-то с ними будет? Вот они, условно говоря, идут под суд, они идут лечиться электричеством, что вот как с этими, я даже не знаю, не могу назвать людьми, извините, поступают? Я понимаю, что, ну, о чем вы говорите. Ну, смысл какой? Мы точно не будем пользоваться их методами и будем реагировать адекватно, но этими методами, их методами жестокости, пыток и всего остального, истязательно над людьми, конечно же, мы не будем пользоваться. Те люди, которые совершили преступления, однозначно пойдут под суд, будут судимы трибуналом, и они ответят за все совершенные преступления. Но что касается их семей, родни, если они не причастны к этим преступлениям, они будут жить как мирные люди, и к ним не будет претензий со стороны правоохранительных органов и, соответственно, законодательства Луганской Народной Республики. Дмитрий, вот от всего сердца низкий поклон вашему труду и вашему терпению. Спасибо. Вам тоже низкий поклон. Вы делаете очень большие и важные вещи. Спасибо вам огромное. Еще один вопрос есть, исключительно вот по материалам, по вот этой пропаганде. А можно ли как-то после такой дрессировки, ну, дрессировки битой, любой кинолог понимает, что собаку можно вызлить так, что она навсегда останется сумасшедшей, развернуть как-то эти головы, ну, в которые там, условно говоря, это было положено в другую сторону, на ваш взгляд? Как-то это откатить? На мой взгляд, для этого не надо много времени. Что касается среднего возраста населения, это будет буквально, ну, максимум займет месяц, может быть, от месяца до нескольких месяцев. Сложнее, на мой взгляд, будет работать с молодежью, так как цель этих книг, контента этого националистического была, конечно же, направлена на молодежь, то есть несформированные личности. И вот, мне, на мой взгляд, субъективный, это, конечно, немножко больше времени займет, но, однако, как бы Запад не пытался, не зря мудрые люди говорили, умом Россию не понять. Ну, поэтому мы все здесь сильны русским духом, неважно, там русский, украинец, осетин, белорус, мы одна единая нация. Ну, это вот так, на мой взгляд, я отвечу на ваш вопрос. Игорь, вопросы? Да, есть еще один. А вот что касается, допустим, какого-то информационного ответа на вот эти всякие вызовы, какая есть условно, это назовем там контрпропаганда? Ведь за нами правда в этой ситуации. Как мы эту правду будем доносить и разоблачать эти информационные преступления айдаровцев? Дополню немножко, действительно. Мы же видели уже и фотографии материалов, которые распространялись в школах, чуть ли там не в детских садах, ну, то есть прям листовки агитационные. Как вот, какие контрмеры есть?
Абсолютно все просто, надо доказывать не словами, а делами. И что мы сейчас делаем на территории Старобельского района и на остальных освобожденных территориях от оккупации Украины, ну, вернее, нацистских батальонов Украины. По Старобельску вот очень интересно, как раз Станислав, наш коллега, присылал видео, и мы наблюдали такой, ну, уже освобожденный город, но тем не менее, если можно, прям пару предложений о том, что происходит, насколько это возможно вот, из оперативной ситуации. Я вам скажу, что происходит практически уже мирная жизнь. И люди, вы знаете, относятся уже в первый день приезда были абсолютно настроены не то что негативно, с большой настороженностью и огромным недоверием. Другими словами, такое ощущение складывалось, что люди понимали, что приедут такие же каратели, только в другой форме, понимаете, да? А когда буквально дня 3 они увидели отношения, увидели подходы, увидели, что направление начало строить именно государственность, начало строить в первую очередь отношения к людям, социальные какие-то вопросы, там пенсии, гуманитарная помощь. Люди просто до конца не верили. И с каждым днем все больше и больше доверия. Сейчас уже можно увидеть людей, которые гуляют с детьми в парке. Я вам скажу, что это вызывает огромные положительные чувства. Вот так. Люди, многие в своих домах, квартирах селят беженцев, абсолютно незнакомых, абсолютно первый раз видевших. То есть у людей проснулось чувство сострадания, чувство, там, я не знаю, боли, может быть. И люди несут то, что у них есть последнее, ну, помогает тем, кто в этом наиболее нуждается. Вы знаете, у меня вот буквально вчера был диалог с, значит, одной из женщин, которая приехала сейчас, как раз мы помогали организовывать приезд беженцев. И я спросила ее, как вот она лично сама относится, и ее родственники, родные, друзья, которые сейчас, многие там еще не уехали, кто-то вообще не собирается уезжать, к, в общем-то, этим вот этому контингенту, скажем так. Я вот буду говорить контингент. Вот, да, давайте зададим определение. Вот. Она мне очень интересно ответила. Говорит: Екатерина, а вот как вы думаете, как мы, вот простые люди, относиться к тем, кто взрывает за собой мосты? И вот это самое показательное, мне кажется, отношение. Я хотела бы еще раз сказать вам спасибо. Я вижу, что в чате пишут, это и для вас, Дмитрий, и для Стаса, что всем корреспондентам, которые находятся на передовой, просто нужно вручать ордена и медали. Мы всей душой за вас болеем. Мы всей душой вас поддерживаем и очень надеемся, что мы еще вас не раз увидим в наших эфирах с хорошими новостями, с кадрами как раз освобожденных мирных городов, гуляющих женщин, гуляющих детей по паркам. Конечно, очень хочется. Стас, я надеюсь, ты рядом и меня слышишь. Это вот тебя тоже касается. Очень поддержали зрители тебя. Да, спасибо, Екатерина. С нами были Дмитрий Верещага, руководитель департамента Генеральной прокуратуры ЛНР, и Станислав Сенькин, военный корреспондент. Спасибо вам огромное. Спасибо большое.